Приветствую вас на канале Wow Nails Design. В этом видео покажу 5 способов создания данного маникюра. Вот такой вот градиент по центру, черно-красный, очень интересный, очень красивый, стильный маникюр получается. И очень многих заинтересовало, было много вопросов, как же делала я. Да, возможно, аэрографом это был бы самый простой вариант, самый быстрый, но, к сожалению, очень немногие владеют аэрографом и не совсем доступно это. Нам с клиенткой напомнил этот маникюр черешню, а мне напомнил, например, очень красивую гитару. Итак, приступим. В качестве подложки ноготок перекрываю черным гель-лаком. У меня это гель-лак от торговой марки Bloom. Им можно перекрыть в один слой. Гель-лак реально очень плотный, но так как мне придется вытирать липкий слой, я боюсь, что где-то будут проплешины, и я перекрываю в 2 не сильно толстых слоя. Каждый слой просушиваю по 30 секунд. Просушив черный гель-лак, и чтобы дальше он не линял, вытираю липкий слой. И первый способ, который пришел моим подписчицам на ум, и, наверное, он самый доступный, это сделать градиент полупрозрачным белым по центру, как сейчас модно. Прокрасила ноготок сначала тонким слоем и, не просушивая, наставляю кистью из флакона объем по центру ноготка. И уже тонкой кистью распределяю, выравниваю градиент по периметру. Этот способ получается достаточно эффектный, наиболее доступный и самый незамороченный. Особенность данного градиента, что выбеленный центр получается большей площадью, а затемненная часть, вот эта окантовка, получается всего лишь 2-3 мм по периметру. Просушиваю ноготок и перекрываю ноготок витражным гель-лаком. У меня это от Formula Profi. Чистый, красный, классический, очень плотный, насыщенный, не полосит, без всяких проплешин и каких-то вкраплений. Перекрыла ноготок достаточно тонким, но ровным слоем. Вот что у меня получилось. Действительно напоминает черешню, не правда ли? Чуть не докрасила, доработаю тонкой кистью. И просушиваю 30 секунд. Просушив витраж, перекрываю ноготок глянцевым топом без остаточной липкости, слегка выравнивающим слоем. Ноготок получается идеально гладкий, ровный. И ставлю просушиваться на 1 минуту. Второй вариант выполнения: понадобится плотная белая гель-краска. Все ссылки и названия материалов найдете в описании под видео. Вдвое сложенный обычный лист бумаги и аэропуфинг. Как альтернативу можно заменить спонжиком для косметики, он очень мелкий и мягкий, но пуфингом будет удобнее. Я набрала краску с крышки, так чтобы не сильно много, и как бы размазала, пропечатала на листе бумаги. Лист бумаги у меня будет выступать как бы в качестве палитры, и таким образом будет достаточное количество на аэропуфинге краски, и в то же время маловероятно попадание каких-то ворсинок, песчинок, каких-то мусоринок. Похлопывающими движениями, еле касаясь, совсем невесомыми наставила сначала по центру, держа пуфинг под углом 90 градусов, а затем уже под наклоном 45 градусов распределила этот выбеленный центр как мне нужно. Просушила 30 секунд. И таким образом повторяю еще 2-3 слоя, то есть в общей сложности 3-4 слоя. С каждым слоем сужаю вот эту область, выбеленный центр, с каждым слоем будет уменьшаться. На клиентке я делала сразу на 4 пальчиках, просушивая их промежуточно, и пока делаю на левой руке, делаю правую. Каждый слой, и тем более окончательно, необходимо хорошо просушить, иначе он поползет, поплывет, когда будем перекрывать витражом. 30 секунд для промежуточной просушки будет достаточно. И окончательно градиент досушиваем 60 секунд. Перекрываю ноготок красным витражным гель-лаком. У Formula Profi это наиболее классический и насыщенный плотный красный. Именно этим способом я и выполняла градиент на клиентке, нам он показался наиболее эффектным. Да, аэропуфинг такое дело, будут на некоторых ноготках где-то такие некоторые, не знаю откуда, мусоринки, волосинки. Не нужно их выколупывать, выковыривать, иначе это будут дыры и пятна, какие-то неровности.
Просушиваем витраж 30 секунд и перекрываем ноготок выравнивающим слоем топа. Топ необходимо взять тот, что подходит для втирок и перекрытия слайдеров. Плотный, глянцевый и без липкого слоя. Покажу еще один вариант витражного гель-лака от True Nail. Нам с клиенткой хотелось поярче, посветлее красный. Но посветлее красный от True Nail дает какую-то дикую розоватость. Получается такой алый. И он сильно прозрачный, им необходимо перекрыть достаточно толсто. И где-то даже тонкой кисточкой доработать, выровнять. Я перекрыла витражом, просушила его 30 секунд и перекрыла ноготок глянцевым топом без остаточной липкости. В итоге получается очень достойно, красиво, но витраж от Formula Profi нам понравился больше. Он, конечно, темнее, чем нам хотелось бы, но он насыщенный и действительно такой классический красный. Благородный, я бы сказала. Еще как вариант, идея в качестве подложки использовать черный гель-лак либо с шиммером, либо светоотражающий, сейчас набирает популярность. Получается тоже безумно красиво и эффектно. Также аэропуффингом делаю выбельный центр, этот градиент, промежуточно просушивая каждый слой по 30 секунд. Я делала ровно 4 слоя. Да, и еще идея, если перекрыть синим витражом либо фиолетовым, получится космический дизайн. Вот эти вот блестки будут блестеть, как звездное небо. А я перекрываю красным витражным гель-лаком от Formula Profi, классический красный. И вот что у меня получается. Просушиваю 30 секунд и перекрываю ноготок глянцевым топом без липкого слоя. Не знаю, передает видео или нет, но очень завораживающе. Внутри сверкают эти блестки под витражом. И пятый вариант, тоже не менее эффектный, очень красивый. Использовать буду алая кошка от Арта. Это гель-лак с эффектом кошачий глаз красного цвета. Наношу на черную подложку, которую предварительно обезжирила, сняла липкость, чтобы черный не линял и не подпачкал мне вот этот вот красный. Не просушиваю гель-лак, использовать буду магнит, такой круглый в виде палочки. Ссылку на этот магнит оставлю в описании под видео. Провожу магнитом справа, слева, получая тем самым прямоугольный блик по центру ноготка, и затем уже по свободному краю и у кутикулы, формируя круглый блик по центру ноготка. Таким образом получается ноготок сам темно-бордовый или даже черный, и в центре горит огненно-красный вот этот блик. Он гуляет, переливается, безумно красиво. Ноготок перекрыла плотным глянцевым топом без остаточной липкости. И окончательно просушиваю 60 секунд. И моя подборочка одного и того же градиента, красного на черном, но в 5 вариантах готова. Я уверена, что каждый из вас подберет, найдет подходящий и самый доступный для нее и эффектный способ. Надеюсь, это видео вам было полезным и понравилось. Не забывайте ставить лайки, мне очень приятно. А также подписаться на мой канал, если еще этого не сделали, чтобы не пропустить новые интересные идеи. И до новых встреч!